Сегодня мы готовим классический кукис без яиц. Наше печенье не будет отличаться от классического варианта по вкусу и внешнему виду, а в качестве замены яиц мы будем использовать яблочное пюре, которое можно приготовить самостоятельно или купить в магазине. Первым шагом объединяем в сотейнике сахар и яблочное пюре. Вы можете взять только белый сахар, но лучше использовать белый и коричневый сахар в соотношении 1 к 1. Так печенье получится более ароматным и карамельным. Ставим сотейник на медленный огонь до растворения сахара. А тем временем перекладываем масло в высокий стакан или емкость. Вы можете использовать веганское масло или маргарин, либо приготовить веганский вариант сливочного масла самостоятельно. Выливаем смесь сахара и пюре в масло и немного перемешиваем, чтобы масло разошлось. Теперь пробиваем все погружным блендером, тем самым образуя эмульсию, которая подарит нашему печенью сахарную блестящую корочку. Если у вас нет погружного блендера, просто хорошенько объедините ингредиенты венчиком. Всыпаем муку в емкость, где будем замешивать печенье, и переливаем готовую эмульсию. Также на этом этапе добавляем разрыхлитель и соль. Перемешиваем тесто лопаткой или миксером. И при желании добавляем ванильную или миндальную эссенцию. Когда тесто готово, добавляем шоколад. Используйте темный шоколад, который будет раскрываться на контрасте со сладким печеньем. Вы можете взять шоколадные капли, калеты или же просто мелко порубить шоколадную плитку. Главное, помните о том, что при добавлении шоколада в тесто не должно быть горячим, так как шоколад может начать плавиться еще до выпечки. Накрываем тесто пленкой в контакт и отправляем в холодильник на полчаса. Нам важно не заморозить тесто, а просто охладить, для того, чтобы в дальнейшем сформировать кукис. Через полчаса набираем тесто ложкой и скатываем шарик. Выкладываем печенье на противень свободно друг от друга. Теперь можно добавить кусочки шоколада на сформированные печенья, чтобы сделать их максимально привлекательными. Выпекаем кукис при 190 градусах 9-12 минут. Время выпечки зависит от размера печенья. Более крупные выпекаются дольше, мелкие – меньше. Важно не перепечь печенье, а словить момент, когда серединка останется немного сыроватой. Так она получится влажной и тягучей. Если ваша серединка поднялась и стала сухой, значит вы выпекали печенье дольше необходимого. Наши кукисы готовы. Приятного вам аппетита!